органы питы, то есть где пита формируется и в основном находится. В первую очередь это пупок, место пищеварительного огня. Кстати, когда в аюрведе есть аюрведическая методика, по которой ставят пиявки. И вот когда мы ставим пиявки на наше тело, мы всегда начинаем с пупка, потому что это место формирования нашего метаболизма, нашего хорошего метаболизма. Когда мы ставим пиявки на пупок, помимо того, что мы там делаем, очищаем кровь, лимфу и так далее, мы как бы перезагружаем вот этот огонь. А как вы понимаете, во всех органах и системах, где присутствует пита, перезагружая огонь в одном месте, мы как бы всю ее перезагружаем. Поэтому аюрведа, с одной стороны, просто мы можем воздействовать на то, где существует пита, в основном находится, и тем самым мы будем менять питу во всем организме. Итак, пупок, место пищеварительного огня, желудок и тонкий кишечник – это основные органы переваривания. Там основная доша, которая находится в них, это пита. Помните, что в толстом кишечнике вата, а в тонком кишечнике пита. Кровь и лимфа, то есть перенос веществ после того, как пища переварилась, то есть питательных каких-то веществ, перенос самого огня, потому что после того, как пища переварилась в желудке, она должна усвоиться нашими клетками наших различных систем и организма. И вот если усвоение в клетках нарушено, это тоже дисбаланс питы. Ну и, соответственно, различные воспаления в организме, они также связаны с питой. Боль всегда связана с ватой, а воспаление всегда связано с питой. Также печень, желчный пузырь – это место накопления жара. Кожа, вывод тепла. Как вы помните, тепло через пот выводится, никак не через какие-то другие субстанции. Глаза – это орган света и тоже орган агни. Поэтому если человек обладает хорошим зрением, он легче переваривает и, конечно же, легче у него происходит метаболизм. Кстати, почему именно глаза? Почему аюрведа говорит, что когда мы кушаем, нам очень важно не смотреть там, телек или соцсети, а смотреть на пищу. И не только пережевывать пищу, а еще и смотреть за нее. Потому что, когда мы смотрим на пищу, когда мы до нее дотрагиваемся, мы понимаем, она теплая, холодная, как она выглядит. Это все влияет на наши ферменты, то есть через мозг, сигнал к желудочно-кишечному тракту, и тогда пища правильно переваривается. Если же мы смотрим важную соцсеть, там, очень важную хайповую информацию, или мы смотрим телек, или мы с кем-то очень усердно беседуем, мы забываем о том, что мы едим, то пища не может правильно перевариться. Тем самым нарушается агни, тем самым нарушается усвоение микроэлементов. И бывает так, что мы вроде едим хорошо, а у нас недостаток не только витамина D, железа, магния, кальция и куча-куча других вещей. Почему? Да, конечно, с одной стороны, сейчас очень много пищи непонятно из чего сделано, но в основном это проблема с усвоением, потому что наши глаза и наши эмоции заняты какими-то вообще другими вещами, не связанными с едой. Мы просто только жуем. Соответственно, очень важно быть здесь и сейчас, то есть когда вы кушаете, смотреть на пищу и как бы правильно ее пережевывать. Сердце и мозг. Там тоже присутствует пита, потому что регуляция сознания, решения и эмоции. Все связано с этими органами. И селезенка, и, конечно же, эндокринные железы, они отвечают за гормональные регуляции в организме, они тоже напрямую связаны с пита-дошей.